Юг Италии. Сегодня мы побываем в живописной Тропее, откроем для себя удивительные Липарские острова, подойдем совсем близко к вулкану Стромболи и своими глазами увидим его извержение. И вы тоже обязательно его увидите, если досмотрите ролик до конца. Ну что, мы снова в Италии? Да. Приехали в Рим смотреть на Колизей. Прилетели мы из Гданьска в Рим, чтобы потом на ночном поезде доехать до Тропеи. Сейчас где-то 39 градусов. И мы с Родионом, наверное, сейчас жаримся. Пойдем фонтан Треви смотреть. Треви? Мне жарко. Мой маленький. Мы, кстати, купили на Allegro вот такие вентиляторы. Покажи, на шею одевать. Такой нормальный гаджет. Но не сказать, что они прям сильно дуют. Ну, так, в принципе, неплохо, да? Чуть-чуть спасает. 3 режима. Я тут уже была. И тоже мне было очень жарко. Я тоже была в июле. И чуть тут не сгорело, можно сказать. Но мы сейчас недолго будем. Всего пару часиков. И, в принципе, уже ветерок немножко дует, да, такой вот? Ну, не сильно, конечно. Чтобы пройти к фонтану, нужно пройти через большую-большую очередь по кругу, и потом ты только спускаешься туда. Но мы, естественно, так делать не будем, потому что нам и здесь хорошо все видно. Мы с Родей пришли покушать, это сегодня наш ужин. Родя, у тебя соус на лице, как всегда. С другой стороны. С другой. Сильнее. Не смог. Ладно. В общем, вот такая у нас пицца. Кстати, очень вкусная. Такая кафешка у нас тут вот недалеко. 3 минуты, там фонтан Треви вот в той стороне. Вот. Мы сейчас доедим и будем готовиться к нашему поезду. Вот я, красная, уставшая, жара неимоверная, но уже спала жара, людей полно. Ой, ну прикольно. Родя, тебе прикольно? Да. И мне. Мы ж любим приключения. Поставь в пицце баллы. Сколько баллов пицце даешь? 10 из 10. Ничего себе, круто. Вот, так что поужинаем и потом еще покажем вам наш ночной поезд. Мы будем ехать сидя сегодня. Спать сидя. Родя, ты давно спал сидя? Ты вообще когда-нибудь спал сидя? Да нет, спал где-то. В такси. Ну вот, тебе не привыкать. Ну рассказывай, Родя, что у тебя на вокзале за приключения? Сначала мама пошла за водой, а ее там не оказалось. Так что потом она еще раз пошла, там снова ее не оказалось, и она не смогла купить картой воду. Монетками тоже. Значит, она попросила так. Кого попросил? Какого-то дядю. Какого-то дядю. Мама всегда найдет выход из положения. Угу. Ну, отлично. А теперь мы едем на ночном поезде. Да. Потом с утра расскажем. В общем, мы сейчас приехали на вокзал. С Термини переехали на маленький вокзал. Устьянцы вроде бы называется. Вот, я спрашиваю GPT-чата, а есть ли там кафе, рестики, чтобы там, ну, думаю, посидим, у нас было 2,5 часа времени, думаю, сейчас посидим там, что-нибудь, пивка бахнул, бахнул. Приезжаем, а тут ничего. Дошло до того, что тут есть автоматы пустые, то есть там что-то есть, воды нет вообще. У меня ребенок уже в шоке, хочет пить. Я тоже хочу, потому что жара 39 градусов в Риме, на минуточку. 39 градусов сегодня днем был. Но сейчас более-менее, душновато, но все равно очень хотелось пить. В общем, дошло до того, что я пристала к охраннику. Он понял, что со мной бесполезно. Говорю, у меня ребенок, я тут вообще не могу. Вот, он посмотрел в мои глаза и пошел в свою каморку и отдал мне бутылку свою воды. Сказал, мне нужны твои деньги, только отстань от меня. За 2 минуты до посадки поезд изменил путь. Мы еле успели, но вот мы здесь, Тропея, отель Вилладжо, Стромболи. Вот в таком домике мы живем. Прям находится. В принципе, все близко находится, потому что территория отеля не такая большая.
Сейчас немножко пройдемся. Вот детская площадка. Сейчас обеденное время, 14 часов. Никого даже нету. Хотя дети есть, но Родиончик мой пока что ни с кем не познакомился. Ресепшн. Какие звуки. Территория отеля очень красивая, хоть она небольшой. Вот у нас завтрак, вроде уже уплетает. Всем доброе утро. Смотрите, с каким видом. Вот, что самое главное хотела показать. Вот тут такие у нас вкусные помидорчики с луком красным. Я сначала думала, что эти помидорчики, что они, ну, так себе качество. Но на самом деле мы вчера их пробовали, нам их советовали в лавке. И они самые вкусные. Вот у нас такие есть. Киви. Кофе, кетчуп. А зачем тебе кетчуп? Ну, хочу на бекон. Родя тоже полюбил красный лук. Людей много, погода отличная. Сейчас покушаем и пойдем. Наборы. Роденька, что с тобой? Да чего? Secondo me il ragù, però per esempio, allora tu sei napoletana, quindi il ragù ci può stare perché è la classica tradizione napoletana di una mamma che si sveglia. Сейчас мы вам покажем, что значит учиться в спортивной школе. Давай, Родион, зарядка. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодец. Давай, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Крутой. Сейчас покажу дорогу на пляж. Родя. Стоимость такого трансфера 1 евро, но я считаю, что лучше заплатить, чем по такой жаре ходить туда-сюда, тратить силы, это нереально. Нет, сядь, ты чё? Обалдел? Держись. Родион. Вниз, конечно, еще реально дойти, но наверх, я считаю, точно нереально. Вот мы сейчас спускаемся к пляжу, покажу пляж, как выглядит. И там находится бар на пляже. Пляж небольшой, но очень милый. Есть лежаки, которые принадлежат отелю, зонтики. В принципе, всегда мы находили себе место, когда приходили. Вход немного каменистый, ну, так вот вы видите песок. У нас была специальная обувь для пляжа, поэтому никаких проблем мы здесь не испытывали вообще. Здесь в Тропее уже не было 39 градусов, здесь все дни было около 30. Но видите, я с длинным рукавом берегусь от солнца, так как у меня есть немного солнечная аллергия. А это вот уже бар на пляже. Там очень-очень вкусно, шикарный вид на море, воздух. Конечно, вспоминаю это все, как это было. И прям не верится на самом деле, что я здесь совсем недавно была. Отель Villaggio Stromboli – это итальянский семейный отель. Владелец отеля – мужчина, которому 90 лет исполнилось как раз во время нашего проживания. Ой, нам тут посоветовали мидии. Посмотрите. Этот, как всегда, в кривляниях мальчик мой. Наш супер обед. Это, наверное, главное, зачем мы сюда приехали. Отель был с видом на вулкан. Каждый вечер были просто шикарные закаты. Все выходили и смотреть на закат, на извержение вулкана. Это, конечно, просто какое-то, на самом деле, волшебство. И когда спрашивали, зачем вы так далеко поехали, то вот, наверное, за этим. Вот так вот приблизительно все выглядит за отелем. Кактусы и поля. В 5 минутах от отеля расположена лавка с местными очень-очень вкусными продуктами. Встречает нас знаменитый красный лук. Очень вкусный. Очень вкусный. Вот, смотрите, какой.
Напугал меня автобус туристический. Бонжорно. Лук – это здесь прям символ региона. Его особенность в том, что он совсем не горький и почти не вызывает слез при нарезке. Его здесь используют просто везде, и в салатах, и маринуют, делают джем, мороженое с луком. Но о мороженое я расскажу чуть позже. Так, я сходила в магазин итальянских местных продуктов. Тут крутая лавка есть. И сейчас мы с Родионом сделаем вам распаковочку, что я купила на 40 евро. Вот ровно заплатила ровно 40 евро. Пакет. Давай, ставь сюда пакет. Тут просто освещение хорошее, поэтому будем делать на кровати. Первое. Но это не детское. Это я купила, мне посоветовали белое вино сухое. Янко, та-та-та, что он мне там говорил по-итальянски, ничего не поняла. 8 евро стоит. Дальше, Родя, давай. Что это? Это просто соль для салата. Я говорю, у вас маленькая есть? Он говорит, нету. Сколько там вышло? Евро 20. Вот, ну будет у нас большая соль, не знаю. Будем есть много соли. Так, что там у нас? Так, это очень вкусные персики. 3 евро. 3 евро купила. 3 евро килограмм стоят они. Очень вкусные. Мы сегодня пробовали. Вот я купила еще. Но тут меньше, чем килограмм. Вот. Еще вот. Так, и это какой-то интересный вот продотто артигиналия. Какие-то такие, как сухарики из, видимо, из какого-то местного хлеба. Не знаю. Так, а это что такое? Что, Родя? Колбаску не купила. Я купила. Это знаменитый красный лук, который мы сегодня будем обязательно делать с салатиком. Вот, еще вот это. 60. Да, кстати, я еще ж не рассказывала, что в Тропее одно из самых знаменитых, для чего сюда едут, это красный лук. Что там, Родион? Вот, рыбка, анчоусики такие мы купили еще тоже попробовать. Еще. Стоят они 4 евро, по-моему, баночка. А зачем ты это купила? Кого? Вот это? Нет. А кого? Показывай, что я там еще купила. Это. Зачем нам манго? А зачем нам авокадо? Чтобы кушать. Ты же любишь. Манго плюс авокадо. Ну, Я был класс. молоток. Класс. Значит, вот. Это куда? Клади сюда. Тоже по 2 евро, по-моему. И раз, два, три, и барабанное дро. И колбаска. А что-то же еще было, Родя. Ну вот. Чипсы. Я уже думаю, где все. Оказывается, Родя одну сумку не достал. Чипсы огромная пачка. Здесь они стоят, по-моему, по 3 евро в отеле. А это огромная пачка, по-моему, за 2. А мы будем делать вечеринку. Да, давай дальше доставай, что там Так. еще. Ну тут это не детское. Тут вот это. А, нет, Это детское, это вкусное масло оливковое я Я купила. просто перепутала. Со вкусом базилика. И теперь кое-что не детское. Оно не помню, оно, по-моему, тоже около 4 евро, наверное, стоит что-то такое. Но это какой-то супер-пупер, которое чуть ли не тут производится. Это вот точно не детское. 3,5 евро стоит все вместе. И Еще последнее. Это Что это? последнее. Помидоры. это мне посоветовали тоже к этому луку красному. Вот такие какие-то помидоры. Говорят, самые вкусные. Ну вот будем сейчас пробовать с Родькой. Ты не тут были? И что-то последнее. еще есть? А ты, мам, не знала? Да я уже забыла, что я там покупала. И вот эти я очень люблю, такие сушеные помидорчики. Еще там были сушеные перчики, но я решила их в следующий раз купить. Ну что, Родя, нормально? С голоду Да. не умрем? Классно? Угу. Отлично. Ну все, сейчас сделаем вечеринку и покажем вам. Привет, ребята. Я тут уже начал убирать. Вот. Моя мама там ушла отдать закрывашку, так что я вам кое-что хочу показать. Вот этот вид. Прикольно, только очень сильное солнце. До свидания. Вот я пока выходила, Родион тут навел порядок. А я очень прошу у них, дайте мне еще тарелки. Она мне принесла это ведро со льдом. Я не думаю, ну ладно.
Она такая на мальцо посмотрела, поняла, что что-то не то. Говорит, лед. Я такая, ну, лед. Вот, так что будем пить холодненькое вино, я точнее. Сегодня, вот, кстати, наш номер в солнечном свете. Такой красивый и большой. Чуток бардачок, ну, как есть. Ну вот у нас уже готов такой стол, смотрите. Помидоры пахнут божественно, авокадо огромный, такой мясистый, вкусный. Масло я еще не попробовала, сейчас обязательно попробую. Ольга, скажи, как тебе маслица для начала? Вкусно? Угу. Ну все, сейчас мы покушаем, потом расскажем вам впечатление от этой вечеринки. Если будет супер вкусно, то будем кушать так дома, пока мы здесь, в отеле, да? Каждый день. Каждый день тогда будем наедаться вкусных овощей. Вечером для детей была анимация, для взрослых только закат. Шикарный закат и мой любимый ритм. И будет дискотека. Привезли нас в центр Тропеи. Сейчас пройдемся, смотрим, что тут интересного. Идем вроде в сторону моря. Город похож на Полиньяно Амаре. Да. А Полиньяно Амаре нам очень понравился. О, Родя проснулся, как магазины увидел сразу. Так, вот такие тут очень красивые плиточки продаются. С перчиками. Красота. И фотоаппараты, да, Родион? Пока они ничего не делают. Ну, как обычно, лук и перец. Я тут лука объемся, даже на завтрак я не попробую. С помидорами. Классные такие всякие керамические украшения. А погоди, мы еще Это настоящая звезда, да. она мне сюда эту руку. Не надо вот так делать, снимай. Классный магазин. Тут такие интересные, двигающиеся. Не знаю, как это называется. Кружки, что. Ищу парикмахера, но пока не вижу парикмахера. Ну прикольно так все сделано. Тут вот какой-то алхимик. Он Тропея – это типичный итальянский городок у моря, который стоит на отвесных скалах, откуда открываются виды на Коста-дель-Дей, берег богов и Алийские острова. Очень хорошо, конечно, если у вас есть возможность взять машину на прокат, потому что в одну сторону до Тропеи из нашего отеля стоило доехать почти 20 евро. Вроде весь липкий. Фрида. Фрида, видимо. Тут машина меня не задавила. Фрида, видимо, жила здесь, раз все посвящено ей. Надо почитать об этом. Кстати, я почитала, нет, она здесь не жила. Это очень атмосферный город. Он как-то похож на все. И на Лимона Сольгарда, и на Полиньяно Амаре. Очень много красивых заведений, кафе. Смотрите, мармелад луковый даже продается, 5 евро стоит. А мы сегодня с Роди сейчас пойдем пробовать. Что мы пойдем пробовать? Помните? Мороженое с луком. Ой-ой. Посмотрите на лицо Родиона, который пробует луковое мороженое. Что, невкусно? Как-то непонятно. Ну да, не очень. Нужно в закуску еще брать. Ну такое на любителя, да? Очень на любителя. Мне не нравится. Держите.
Видите мороженое? Какое, луковое? Нет. Что дальше луковое мороженое? Не зашло нам вроде. Ладно. Но попробовать стоило. Сейчас мы пойдем вот на самый верх. Самая главная достопримечательность Тропеи – это церковь Санта-Мария-дель-Изола. Она стоит на высокой скале прямо над морем и считается символом города. Если вы наберете в интернете Тропея, то на всех открытках, во всех источниках написано о том, что это самый главный символ города, самое узнаваемое место в нем. К церкви ведет лестница, а наверху находятся красивые террасные сады с видом на море и побережье Богородицы. Как раз таки вот Коста де Глидеи переводится как берег богов. Пойдем, Родион, еще выше посмотрим, что там. Отсюда открывается лучший вид на Тропею, пляжи и даже на вулкан Стромболи в ясную погоду. О, мы почти пришли, кстати. Ну и, конечно же, церковь всегда была местом паломничества. Внутри сохранились иконы, древние реликвии, но внутрь мы не заходили, так как в этот момент церковь была закрыта уже. А по улицам ходят гуси. Потопим. Непонятно зачем. Идем с Родионом в такое Лидо Азура на берегу моря с видом на закат. Проведем этот день уж до конца шикарно. С таким прекрасным видом посидим. Надеюсь, тут будет вкусно. Сейчас посмотрим. Buongiorno. Так как добираться из отеля в город или куда-либо еще без машины довольно сложно, я приняла решение взять экскурсию. Это была экскурсия по гротам. Нас забрали из отеля и подвезли к лодке, на которой мы посмотрели красивые места, которые есть на побережье, красивые гроты. Гид что-то рассказывал, было очень интересно по-итальянски, мы ничего, естественно, не поняли. Вот. Экскурсия стоила в районе 45 евро на человека. Было несколько остановок для купания. Сейчас будет сильно. Нет. Сейчас, ничего не будет. Давай, ждем. А где будет? Ждем. Здравствуйте. 100% могу сказать, что в Тропее просто шикарные есть места, шикарные пляжи, но необходима машина. Конечно, посмотреть это со стороны было классно, но лодка, набитая людьми, это, наверное, не то, о чем мы мечтаем. Вон Родион первый раз в жизни ест рыбу-меч. Акулу меч. Ну окей, как тебе? Слишком вкусно. Маслица. Посмотрите, какая тут у нас, как обычно, природа. Как обычно, все красиво. Сейчас мы расскажем, как мы съездили на экскурсию. Ну, поедим и расскажем, да? Сколько баллов на экскурсию? 5. 5. Ну да. Вот эта рыба, это была одна порция рыбы, на самом деле. 2 огромных куска. И мы ее, как обычно, поделили с Родионом. Поделили по-семейному. Это слишком. Едем с Родионом на вулкан. Заняли с ним хорошие места. Перед палубой. Мы купили еще одну экскурсию на вулкан и по Липарским островам. После прошлой экскурсии у меня были большие сомнения, но эта экскурсия была 10 из 10.
Да как остров называется, когда мы приплываем? Забыл. Липари. Что? Липари. Пари? Да. Липарские острова внесены в список наследия ЮНЕСКО за уникальную природу и, конечно же, за вулканическую активность. И Липари – это самый большой остров архипелага. Вот, мы прибыли на таком, хорошем корабле. Много людей, но было нормально, да, было много мест внизу вроде, да, но мы там, правда, не сидели, мы жарили зачем-то наверху. Нам же виды нужны, маме особенно. Вот, и вот такой маленький остров. Судьба нас занесла с Родионом Не маленький. на Липари. Ну да, он вроде не маленький, он большой остров. Сейчас мы немножко его посмотрим, да. Мне кажется, камера тоже перегрелась. Вот такие красивые магнитики. Покажи нам вот это. Мне больше всего нравится это, вот это и вот это. Да, а мне вот это. Ну, медуза. Такое все миленькое. Такой весь магазин. Вон такая рыба классная. Вот. Вроде как всегда в магазинах. Вулканическая бомба. Кусочки вулкана продаются. Лава. Возьми только аккуратненько. Так, ну вот, Родион пробует. Давай. Вкусно? Сладко сильно? Средненько. Теперь мама пробует. На мороженое похоже. Да? Ну да. Прикольно, очень вкусно. И тесто вкусное. Вон какие-то есть туры прям на вулкан. Но это пока не для нас. Родион потом подрастет, если захочет, поедет. Вот такие милые улочки. Все как я люблю. Почему-то я очень люблю вот такие маленькие города. Большие не люблю. В Риме мне не так классно, как вот, например, здесь. Очень много разных островов. В общем, ездить, не переездить. Вот мы еще поедем сегодня на Панереа и на Стромболя. А можно еще? Где-то грязь? А я не знаю. Если мы там будем, то искупаемся. В грязи, конечно. Прям ты хочешь? Ну, на Иске есть такие источники, где тебя грязью намазывают, и ты там оздоравливаешься в этой грязи. Конечно, хочу оздоровиться. Так, вроде как мы пришли на главную улицу, но пока не похоже. Смотрите, какой красивый желтый дом. Ладно. Сейчас с Родионом хотим найти какой-нибудь барчик. Точнее, я хочу найти барчик. Вот, вайн-бар. Например, этот. Может быть, следующий. Не выпить там пивка. Смотрите, как все красиво. Это какой-то, я так понимаю, мексиканский. Может, нет. Ну, симпатичный. Такая очень симпатичная улочка. Я ж прям не знаю, что снимать. Я ж прям кружусь. Мы с Родей выбрали самую веселенькую кафешку. С палочками. Кури-кури называется. Прикольно так все сделано. Вообще я такого не видела. Мне кажется, как в Мексике как будто.
Пойдем, покажем улочку. Тут пока никого нету, потому что жарко, наверное. О, смотри, как красивая птица. Я очень люблю птицу с такими, не трогай руками, с такими краями. Всякие награды. Настоящие. Настоящие? Вроде показывай, что там у тебя. Купили Родиону зуб акулы за 6 евро. Но вроде как реально настоящий зуб. Он острый. Острый. Представляете, вот если там много таких зубов, как вот это все может впиться в тебя. Да. Жарко. Ну не, нормально. Всего 34 градуса. Всего. А в Гданьске? 15. Мало. Приближаемся к новой точке. Это остров Панарея. Panarea. The departure time for the other boat is also. Панарея – это самый маленький и самый модный остров архипелага. Вот мы теперь на Панарее, и у нас вулкан еще ближе, чем был. Вот он дымится. А совсем скоро мы поедем еще ближе к вулкану. Вообще просто красота. Вроде очень жарко, он говорит, что жара ненормальная. Я говорю, а мне нормально. Не знаю, почему нормально. Конечно, это место такое элитное. Сюда приезжают дизайнеры, актеры, богемные путешественники. Летом тут тусовки на яхтах и клубы прямо у моря. Такой кусочек Греции в Италии, кусочек Миконоса. Ресторанты. Идем в ресторан. А, кстати, сейчас время такое, когда рестораны не работают. Почему? Ну, только некоторые работают. Потому что в Италии днем, помнишь что? Фиеста. Фиеста. Ну, когда все отдыхают. Никто в такую жару не работает. Пошли. О, боже, как красиво. Людей, конечно, очень много, но меня это никогда не останавливает. Кстати, чем еще примечательна Панарея, здесь бьют подводные фумаролы. Это пузыри вулканического газа, из-за чего вода кажется кипящей. Но мы там были на самом деле совершенно недолго, около часа. Немного прошлись, посмотрели. Место, правда, богемное. Идем. Потому что мы не успеем. Не, мы успеем, еще полчаса. Ну и теперь основная точка нашего путешествия – это, конечно же, вулкан Стромболи. Это один из немногих постоянно действующих вулканов в мире, и здесь извержение происходит каждые 10-20 минут. Его высота около 926 метров над уровнем моря, но большая часть вулкана скрыта под водой. И это, конечно, такой незабываемый опыт посмотреть на вулкан так близко. Это было на самом деле незабываемо. Если у вас будет возможность поехать в такое путешествие, то очень советую. Вокруг просто шикарные виды, не опускали из рук фотоаппараты, камеры. Все были в восторге от всего, что видят наши глаза. Конечно, Стромболи – это один из самых удивительных вулканов в мире. Его называют маяком Средиземного моря. И он уже более 2000 лет извергается без перерыва. Это, наверное, тот редкий случай, когда вулкан живет в гармонии с людьми. Он грозный, но предсказуемый. И именно этим притягивает тысячи путешественников.
И, кстати, на острове, куда мы сейчас высадимся, живет всего около 500 жителей. Они живут в деревнях Сан-Винченцо и Дженовезе. И люди привыкли к грохоту и фейерверкам над головой. Не поверите, но мы сейчас будем плавать рядом с вулканом. А я Вот уже... у нас тут черный вулканический песок. Блин, такой кайф вообще. Вот он вулкан, а вот Родион. Вот прям вулканический песок, и Он он прям горячий. блестящий. Я не знаю, будет ли это видно на видео. Можно я покажу? А, вот он. Классно вообще. Да уж, людей здесь, конечно, как я не знаю, как в Анапе на пляже. Но мы сейчас тут искупаемся разочек. Вроде охладимся, потому что было очень жарко. Точнее, не было очень жарко, а просто сегодня очень жарко. Много впечатлений. Надо охладиться хорошо. А завтра мы перелезем. Да, завтра мы переезжаем на новый остров. Вон там вулканчик дымится наш. Вдалеке. Ой, давай вот там, вот, где палатка, смотри. Видишь, палатка, и там не так много людей. Пойдем туда, к этой палатке. Ну, вон какая-то палатка. А этот, смотри, вот когда ты берешь песок, они пачкают руки или нет? Ну, чуть-чуть. Пачкает, да? Ну, вот прям капельку. Если, ну, вот так вот, Ну, пачкает. ну, чуть-чуть, блин. Не, ну я когда покупала эту экскурсию, я вообще понятия не имела, что я буду в таком восторге. Особенно после вчерашней экскурсии. А то она была на 5 и 10. Ну да, из 10 баллов на 5 мы ей дали. Ну, он такой дымится. Хотя он сказал, что он это запомнит навсегда. И это, наверное, один из тех дней, который навсегда останется в памяти. И когда ты понимаешь, для чего ты все это делаешь, зачем ты тратишь деньги на эти поездки, зачем столько об этом мечтаешь, чтобы твои глаза и твой ребенок видел вот это все, вот эту красоту. Сейчас мы подплываем к вулкану совсем близко и ждем извержения. Вот, кстати, уже можно наблюдать. Как я поняла, туристические группы подвозят близко к вулкану, и тут уже как повезет, либо не повезет. У нас были вот эти хлопки, но они были не сильные. Ждали мы, наверное, в течение минут 40. Находились мы рядом с вулканом. Совсем скоро ждите продолжения ролика об этой нашей поездке, так как мы посетим еще один классный, незабываемый остров. До новых встреч, пока, друзья!